В этом видео я покажу 4 креативные идеи, сделанные своими руками, используя простые, недорогие предметы и материалы. Буду делать праздничный, новогодний, рождественский декор с винтажным оттенком. Такие украшения, милый теплый декор сделает настроение праздничным и при этом сохранит бюджет. Первая идея – это старый чемодан. Я его использую в качестве такого креативного экспоната, украшу его зелеными веточками сосны и другими украшениями, которые будут у меня под рукой. Такие чемоданы создают уютную атмосферу. Вторая идея – это деревянные домики. Я на деревянную доску нанесу простой чертеж домиков. Сделаю их разными, немножко размеры отличаются. Один домик будет чуть повыше, другой чуть пониже. И выпилю их с помощью электропилы. Да, пилить надо осторожно, чтобы сами табуретки не распилить на досточки. Вот, домики готовы. Ну и перед тем, как эти домики украшать, надо их подготовить для декора. И для начала я их покрою морилкой на водной основе. У меня темный цвет, цвет венге. И немного по краям пройдусь наждачной бумагой. На поверхность домика нанесу светлую, мне белая акриловая краска. Из краев домиков немного уберу краску влажной губкой. У меня с давних пор лежит такая бумага. Она очень тоненькая. Бумага для декора. Ну, можно сказать, это бумага для декупажа. Она такая в винтажных рисунках. И ей уже много лет. Она уже сама такая, как винтажная. Она как на папиросной бумаге. Здесь напечатаны такие новогодние, рождественские красивые картинки. И я пару картинок возьму из этой бумаги и приклею на домики. Клеить буду на клей ПВА, разбавленный водой. И вокруг картинки фон слегка затонирую серой краской. У меня есть штамп с рисунком бантика. Я с его помощью нарисую бантик на этом домике.
Идея номер 3. Это праздничный декор в стеклянной бутылке. Это может быть любая бутылка, любая стеклянная бутылка. Она может быть полная, может быть пустая. Главное предварительно с нее снять наклейки. Верх фольгу я оставила на месте. Ну и перед тем, как ее декорировать, естественно, ее надо покрыть грунтом. Сейчас я вам покажу, как я буду делать грунт. Грунт буду делать из 3 ингредиентов, 3 составляющих. Все беру примерно в равных частях. Первое – это акриловая краска. Она может быть, в принципе, любого цвета. У меня светло-серая. Добавляю клей ПВА. Все ингредиенты, они все на водной основе. И добавляю акриловую шпаклевку. У меня сегодня шпаклевка коричневого цвета. Она, в принципе, может быть любая. И все это тщательно перемешать. Получилась такая вяжущая масса. Она довольно-таки прочная и держится на стекле. Но очень важно, после того, как вы нанесете грунт на стекло, дать очень хорошо этому грунту высохнуть. Не наносить дальше следующие никакие материалы. Пусть постоит, ну, хотя бы часов 6-8. Пусть себе сохнет спокойно. Наношу грунт на всю поверхность бутылки. Грунт хорошо высохнет, и сверху всю бутылку я покрашу светлой краской акриловой. У меня светло-бежевая краска. И бежевой краской плотно покрываю бутылку. Можно добавить немного светлой, белой, серой краски, чтобы фон получился, ну, слегка такой неоднородный, если можно так сказать. И вот в этих местах, на стыке, где заканчивается фольга, я ложу краски немного гуще, плотнее, чтобы этот стык, ну, окончание, скажем, фольги, ну, не бросался в глаза. Ну, сейчас практически, наверное, во всех магазинах продаются разные салфетки на новогоднюю тему, зимнюю, с елками, с Дедами Морозами, с шариками, с пожеланиями. И я также сегодня возьму 2 салфетки разные. Одна будет елка, у меня есть такая пушистая, нарядная, а с другой стороны будет Дед Мороз. Я выберу нужные мне фрагменты и приклею на эту бутылку. Ну и с одной стороны бутылки у меня будет рисунок вот такого симпатичного Деда Мороза. А с другой стороны бутылки будет рисунок елки.
И по нижнему краю бутылки я приклею рисунки гирлянды. Ну, такие самые, которые под рисунком Деда Мороза. Очень уж красиво смотрится эта гирлянда, такой рисунок яркий по низу, по нижнему краю бутылки. Поэтому я решила также приклеить такую гирлянду на верхнюю часть бутылки, то есть на стык, где заканчивается фольга. И тут будет две такие роли важные этого рисунка. Этот рисунок и украсит бутылку, и замаскирует этот стык, чтобы не было видно края фольги. Ну и тут еще остались такие незакрашенные участки на этой бутылке между приклеенными рисунками. И сейчас я их зарисую бежевой краской. Возможно, добавлю немножко белой, серой, чтобы не было таких белых пятен. В краску золотого цвета я добавила немного черного цвета, и с помощью этой краски буду на бутылку наносить снежинки. Можно использовать трафареты различные или штампы. У меня есть такие вот штампы снежинок. Вот со снежинками она стала еще наряднее. И еще добавлю немного украшения к этой бутылке. У меня есть сосновая ветка. Я срежу несколько маленьких веточек и прикреплю с помощью шнура к верхней части бутылки. Ну и идея номер 4 – это креативные подсвечники из ненужных стеклянных банок. Крышки нам не пригодятся, можно убрать в сторону. Банки вымыты, наклейки сняты. Одну из банок я оберну лентой декоративной, на которой написано «С Рождеством». И укреплю ленту с помощью горячего клея.
верхушку банки обмотаю джутовым шнуром. И в середину банки опускаю свечку. Первый подсвечник готов. Следующие две банки я украшу с помощью силиконовых штампов и белой акриловой краски. Немного краски добавлю по краям банки. И поверху банки завяжу шнур. Ну и сейчас можно зажечь свечи, праздники начинаются. И пусть ваши длинные выходные будут наполнены очарованием и радостью.